Бабушка работала на ближней даче Сталина в Волынском. Вот. Она была тех именно советских времен, которая очень, очень мало говорила, поэтому. Но то, что мне было интересно, мне было 12 лет, и мне уже было интересно послушать, что и как. Наверное, какой-то интерес все-таки у меня уже в голове был, как это что, может быть, задумывалось как-то. Вот. Я спрашивал. Но она вот, я могу вот так сказать, что она никогда плохо о нем ничего не говорила. Всегда только вот с таким уважением, с такой какой-то теплотой. Отношение у него вот именно к сотруднику, работающему у него на даче, было самое великолепное. Ну, там было табу. Вот они делали, готовили, до определенного места они приносили, ставили, все. Не знаю, кто ел, чего ел, это никто никогда нигде не обсуждалось. Он ли съел, охрана ли там съела, его ближние, или когда. Вот это вот было так. Кстати, а почему вот щи для Сталина готовились трое суток? Это вообще эксклюзивный такой рецепт, да, суточные щи, именно старорусские, они готовятся очень вот так вот сложно, и если они должны быть настоящие, вот именно суточные щи, они должны готовиться так. Берется квашеная капуста, мелко шинкуется, именно кислая капуста. Не то, что вот там 2-3 дня она засолилась, а именно кислая капуста, чтобы она уже засолилась так 2-3 месяца, чтобы такая соленая была. Лучше, если это полукачанчики. Не рубленые, а полукачанчики были. Мелко шинкуется, обжаривается и в сотейнике тушится. 5-6 часов тушится одна капуста. Просто с бульончиком добавляется туда, или водички, и все туда, как кто любит, кто пожирнее, кто так. Потом это вводится, все это, тушеная капуста вводится в мясной бульон. Обязательно, чтобы он был не только мясной. Обычно мы делаем это кусочек телятины, говядины, курочка, чтобы он был такой тройной. Но если есть дичь, конечно, вот на особой кухне мы делали дичь какой-то, или рябчик, или перепелка, туда запах дает леса. Если еще она дикая, то это вообще необыкновенно. Потом это вот варится в течение 2-3 часов уже в бульоне капуста. Добавляются специи. Потом вот это остывается, весь этот суп в котелке, и замораживается на 10-12 часов. Вот этот суп замораживается в минусовую температуру. Стоит в заморозке это все, весь этот суп, не менее 10 часов. Суп что замороженный. Это дает нежность капусте и вкус. Потом вынимается из заморозки, ставится на какое-то определенное место, но не разогревается быстро, а именно сам он должен отойти, разморозится суп сам. Потом добавляет мясной набор, специи, зелень, и уже в горшочке, именно в горшочке, в глиняном, накрывает слоеным тестом и 20 минут запекает в печи. Ну, если есть русская печь такой, или печь какая-то такая, нормальная. Если, я имею в виду, не электрическая, сейчас в основном у нас везде вот эти паровые томаты, электрические, а если есть русская печь, именно где-то, может быть, на дачах у кого осталось, вот именно запечь в духовочке русской печи, чтобы была корочка аппетитная, вот тогда это называется суточные щи. Они уже, получается, не суточные, а как трехсуточные. Трехсуточные. А какие еще рецепты бабушка передала нам из меню Сталина? Вы знаете, рецепты он очень любил как русскую кухню, так и грузинскую. Понимаете, с одной стороны была одна смена была русская, русские были, другой были два грузина, которые готовили грузинскую кухню. Столы накрывали, всегда было ассорти. Русской кухни, закуски все русские, и также грузинские кухни. Все это было вот именно на столе. Изобильно было. Очень любил стол. Очень всегда она говорила, чтобы вот стол любил, чтобы было все заставлено, чтобы стола вообще не было видно. И смотрел, очень любил, она говорит, он не столько кушал сам, как он наслаждался гостями, как кушают они. И он смотрел, кто как кушает. И вот она говорила такие слова. Это для меня она говорила. Он смотрит и говорит, а почему вы не кушаете? Вам что-то не нравится? Или вам не нравится наша компания? Вот он с таким, с восточным, с таким, смыслом в то время говорил.